Один прием. Всем привет, обнимаю всех, всем привет. Так, у меня только это, я уже как всегда, то одно забыла подключить, то другое забыла подключить. Так, подключаемся. Сейчас я все карты достану, все включу. Всем привет большой, огромный. Как у вас дела? Как выходные? Надеюсь, что хорошо. Так, сейчас мы зажгем свечку. Они так ярко горят, что мне кажется, что... Видите, смотрите, какая свечка. Ой, свечка, говорю, спичка. Ладно, не будем свечку. Свечка, в общем, вот. Если что, все плохое уходит, все хорошее приходит к нам, да? Так. Анна Баирова, здравствуйте. Так, подсказки. Кому подсказки, пишем подсказка или подсказки. Кто там новенький, подписывайтесь. Да? Так, смотрим. Тынц. Сейчас я разложу. Вот. Так. Давайте будем смотреть. Добрый вечер, Ирина. Как у вас выходные? Я вчера так рано легла. Я наконец-то выспалась, и мне снились сны. Я так соскучилась по снам. Когда я мало сплю, мне не снятся сны. Или я их не запоминаю просто. Так устаю. А тут такие сны. Я так скучала. Так, давайте. Гульшат, да, можно подсказки. Сначала для Анны Баировой. Анна Баирова, вам подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Отдыхать это хорошо. Так, смотрим. Так, у меня в другом порядке тут лежат. Так, сейчас. Так. Анна Баирова, вам подсказка. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, вы всегда самое лучшее, даже если у кого-то другое мнение. Так и есть. Так и есть. Так и есть. Так, Анна Баирова, подсказка. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Вот. Новые победы вас ждут. Анна Баирова, смотрим. Ой, смотрите, не ной, нет смысла сидеть и ныть, и это ничего не изменит. У тебя хватит сил, чтобы изменить этот мир, так сделай это. Супер! Все получится, все получится. Так, Анна Баирова, из будущего вам послание. Ой, выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Талисманчик какой-то себе сделайте, купите, найдите. Это может быть что угодно. Благодарю вас, Анна Баирова. Вот. Дальше будем смотреть для Ирины подсказки. Ирина, подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Все получится. Так, Ирина. Для Ирины подсказка. Ой, вижу, включился. Ой, Ирина, подсказка. Все в ваших руках. Действуйте незамедлительно, и вас ждет успех. Ждет успех вас. Ой, Ирина, добрый вечер. Внимательно слушаю, пишет. Да. Для Ирины третья подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Очень хорошие подсказки, так что действуйте прям. Все двери просто открыты. Сейчас, кстати, пока луна растет, делайте все, что хотите. Люблю мотивирующие подсказки, да. Добрый вечер, отправила вопросик, Кубик. Я видела, да, слышала.
и видела, сейчас у нас отвечу для Ирины. Ирина перевернулась, подсказка сама. Для Ирины скоро произойдет что-то хорошее, только не дай своим тараканам в голове все испортить. Что-то хорошее произойдет. Не заморачивайтесь, короче, не ждите. Как произойдет, принимайте. Для Ирины послание из будущего. О, я мешала, слушайте, девчонки. Ирина, выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Талисманчик. Сейчас, наверное, время талисманов. Ничего себе, вам тоже талисманчик. Вы думаете, что это может быть? Спасибо, Ирина. Так, сейчас посмотрим. Донатик какой там пришел. Донатик пришел, вопросик. Приятное событие. Приятное событие. Сейчас посмотрим. Я на разных картах посмотрю. У меня на приятные события. Спасибо огромное. Сделай талисман. Ирина. Делайте, да. Настраиваемся на позитив, да, Кубик. Так, приятное событие до ближайший месяц. Вот с 12 октября по 12 ноября. Давайте, 2024 год. Приятное событие для Валерии. Приятное событие. Рядом с вами будут люди, те, которые вам помогут в трудную минуту. По работе все будет ладиться, даже если будет тяжело. У вас будут люди рядом, которые будут помогать. Ну, как бы вы будете помогать все вместе, команда. Люди рядом будут те, которые вас понимают, поддерживают, разделяют ваши, не знаю, ваши предпочтения, ваши знания, ваши приоритеты. Здесь что-то в работе будет хорошо ладиться. Возможно, какие-то денежные поступления. И так, а это что здесь есть? Еще будет выбор. Вы будете думать, на что потратить деньги. Ну, то есть не на что потратить, у вас будет выбор такой, да, тратить, не тратить, тратить, не тратить. Потому что это будет, ну, как бы вы останетесь без денег, получается. Там, видимо, большая какая-то сумма будет. Вы можете остаться без денег, и это может нарушить ваше спокойствие, равновесие, покой. Вот у вас такая ситуация будет. Так, и что? Так. Говорят, тратьте, тратьте деньги, вы потратите, что-то такое купите. То есть, ну, это вам обойдется в копеечку. Да, но в работе будет все нормально, поэтому вы можете потратить деньги. Какую-то большую сумму можете потратить. Ну, вам понравится, будьте довольны. Как вы можете восполнить? Как вы можете восполнить? Обратиться за помощью к другу. Хочется сказать, обратиться за помощью к другу. Вот, как-то сообща решать все проблемы, все заботы, все. Если на подарки складываетесь, то скиньтесь с кем-то. Скиньтесь с кем-то не самостоятельно, не сама. Здесь как-то у вас и траты, да, и в то же время у вас и подарков много, и сюрпризов много, и отдача есть. В общем, вы будете вкладываться в нужные вещи, потому что в то, во что вы будете вкладываться, это принесет вам свой результат. Прибыль какой-то, достаток, не знаю, что-то хорошее. Вам понравится результат. Так. Так, но в любви какие приятные события, если то здесь... Вы какое-то наполнение, вы будете довольны чем-то таким. Вы даже можете влюбиться в это время, в этот месяц. Или каким-то таким делом заняться, которое будет вас будоражить, будет такое вас, не знаю, возбуждать. Здесь вы будете отдыхать, кстати, хорошо. Видите, вам будет классно отдыхаться. А любовь? Ну, здесь, скорее всего, чтобы обрести любовь, вам нужно будет отправиться в какое-то путешествие, но вам это будет тяжело даваться, видимо, не сможете. Но будете наполняться самостоятельно. Сама там будете заниматься чем-то таким, что вас наполняет, что вам нравится, что вас заряжает.
Да, смотрите, если вы отправитесь, если у вас нету партнера постоянного, да, или просто, то есть, не знаю, вы можете отправиться в какую-то поездку, в которую вы как будто не можете отправиться, тяжеловато туда поехать, но если вы поедете, то вы там встретите человека, с которым найдете общий язык, даже можете влюбиться здесь, или может найдете своего человека, с которым вам будет комфортно общаться, вы будете понимать друг друга. Новое знакомство возможно вообще, возможно. Все в ваших руках, говорят. Если вы будете действовать, если вы не будете сидеть дома, да вы будете сидеть дома, потому что вы будете отдыхать классно. Но если вы куда-то поедете, если вас куда-то пригласят, не знаю, то вы можете познакомиться с молодым человеком. Вот. Ну, то, что вы, если вы в деньгах, кстати, насчет денег, если вы потратите на что-то, и вы останетесь, например, ну, не будет у вас слишком много этих денег, да, например, надо будет потом подкопить еще, но вы будете довольны. Вот то, на что вы потратите, какая-то большая покупка, возможно, дорогая, что-то вот вы как будто избавитесь от какого-то количества большого денег, но вы получите при этом кайф какой-то. Что-то насчет денег спрашиваю, опять так говорят. Есть молодой человек, с которым общение пока в разных городах. Вот, кстати, вот если вы поедете, здесь вот поэтому, наверное, поездка, она для вас тяжела, потому что тяжело поехать в другой город. Ну, очень тяжело, прям по десятке жезлов тут выходила поездка. И то, что она тяжело может даться. Так, где ты, поездка? Вот она. Видите, вы будете дома, в общем, вот так вот отдыхать будете кайфовать. Но если вы поедете в поездку, вот, ну, тяжело, конечно, не знаю, может быть и финансово. Кстати, можете туда денег потратить. Но вам понравится, если вы поедете, вам понравится общаться. Там будет и, короче, и вот, ну, как бы и вот и кубки, и свидания, и романтика. В общем, вам понравится. Дальше уже дело 10, да, будете ли вы вместе и что там вам, это вам решать. Но сама поездка вас взбодрит, наполнит такими эмоциями классными. Так. Ну, насчет здоровья, просто одевайтесь тепло, смотрите, видите, если что-то вас беспокоит, можете обратиться к врачу, да, будьте аккуратны с колющими и режущими предметами, так сказать, сильно не бегайте, чтобы не упасть, да, там быстро, аккуратно, просто одевайтесь, вот. Здесь какие-то приятные события открываются. Здесь и человек рядом, который может вам делать приятные подарки. И вам понравится этот подарок. Ну, может быть, вам стоит встретиться, не знаю. Видите? Вы как-то будете счастливы и довольны. На ближайший месяц у вас может не получиться поехать. Здесь как-то тяжело. Ну, там было то, что тяжело. Чуть попозже может получиться встреча у вас. Здесь, видите, дьявол, башня тут. Будет хотеться очень соблазнительно, но нет, не получится. Потом встреча все равно состоится. Рано или поздно здесь как-то что уходит. Ну да, вечеринки вечеринками, встреча с друзьями это хорошо, да, но это все как будто канет в лету, и вы задумаетесь о будущем, начнете строить будущее свое, какие-то действия, движения делать. Ну тут вот так вот. Такие события. Ответ вы найдете внутри себя. Что еще вам... Ой, извините, я тут качаю сегодня, у меня стол качается. Что еще нужно знать, да, вам? Смотрите, то, что впереди вас ожидает приятное знакомство, приятное общение, приятные подарки. Те люди, которые будут рядом в вашем окружении, будут такие, которые будут дарить вам радость, дарить счастье. Для которых ваша улыбка, это будет просто, вот, не знаю, наслаждение. Кто-то вот будет рядом такой хороший, кто вот
Может быть, это и он, кто подарит вам подарок, кто... Притом просто так. Ну, на Новый год тоже, возможно, ждите подарка. Потом вот здесь вот ответ вы найдете в себе. Если вы ищете ответ на какой-то вопрос, то он лежит внутри вас. Вы знаете ответ. Просто загляните вглубь себя и честно себя спросите просто вот. И ответ придет, видите? И, кстати, вот то, что вам будут давать в этот месяц, берите, потому что какая-то возможность к вам придет, а что-то вам будут предлагать, да, или дарить, берите, потому что вы этого заслужили. Как будто это вам отдают за то, что вы сделали что-то такое вот хорошее, вам будут отдавать это. Вот, так что берите. Вот. Что еще вам нужно знать? Все. Карты говорят, ну все, как бы все они сказали. Хорошо, давайте посмотрим подсказку на ваш вопрос. Так, смотрим. Следите за поступающей информацией. Какая-то информация будет вокруг вас, какие-то новости, что-то узнаете. Поэтому обращайте на все внимание. Вот, спасибо вам за ваш вопрос. Ой, у нас еще один вопрос за донатик. Вот, так что кубик, всего вам хорошего. Впереди еще будут, кстати, 10 посланий из будущего. Сейчас я только отвечу. У нас донат от Анет. Его мысли о вас сегодня. Самая моя затисканная колода, которую мне подарили, как раз она на отношения, очень хороша. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут все перевернуто. И не что такое. Так, ну-ка, давайте все на место. Вот, здесь что-то по справедливости. Вы должны быть вместе. Здесь как будто все предрешено. Но это, подождите, я еще мешаю. Кубик, благодарю вас, спасибо большое. Обнимаю вас, я тоже вас обнимаю крепко-крепко. Приходите на эфирчики, удачи вам, пусть у вас все будет хорошо. Давайте для Анет будем смотреть его мысли. Сегодня его мысли. Его мысли заняты работой. Работа, еще раз работа. Я смогу, я молодец, я все заработаю, все сделаю. Послание на всех можно, Антонина, можно. Сейчас мы смотрим для Анет. У меня не получилось отправить Анет. Все пришло, все хорошо. В общем, его мысли-то вот так, а все-таки об Анет, что он думал сегодня, что он думает. Ой, ну какие мысли сегодня. Не только он думает о работе и о деньгах, он о вас думает, он о вас, он влюблен, он любит, его переполняет чувства, он очень-очень хочет вас видеть, встретиться, поговорить, обнять, поцеловать, вот побыть в вашем поле, вот вашем, вот, чтобы вы рядышком побыли, и он рядышком, вот, чтобы близко-близко хочет быть с вами. Видите, чтобы вообще между вами не было никакого расстояния. Прям приклеиться друг к другу и все. Вот. О работе-то понятно. Видите, у него работа в голове тоже. Постоянно, что надо денег заработать, надо там вот то все. Так, что он еще сегодня о вас думает? Он мечтает много, смотрите, много разных мечт, много разных фантазий, бурные фантазии, фантазии разного характера, вы понимаете, разного. Он запрещает себе думать, запрещает себе фантазировать, потому что его переполняет чувства и отвлекает его от всего на свете. Потому что чувства его прям вот с головы до ног просто вот окунает, и он ни о чем не может думать. Это вот просто его вокруг и внутри, и везде вот эти чувства. Да, он хочет быть с вами, хочет отметить с вами событие какое-то, да, хочет рассказать вам о том, как прошел его день, спросить, как прошел ваш день. Поболтать дома, посидеть в уютной обстановке, просто провести время вместе, когда никуда не надо, когда можно все рассказать, все обговорить,
не знаю, ну вот просто по душам, когда вот можно открыться, рассказать все, что угодно, вот от чистого сердца, вот душой просто побыть рядом. Вот. Такое все душевное, вот обнял бы там, зацеловал, затискал там, ух, вот такое все у него. Он очень сомневается и боится в своих силах, видите? Он очень не хотел бы, чтобы не получилось вот это вот заработать, например. Он хочет заработать, он хочет сделать вам подарок, и он очень боится, что он может это упустить, что-то, да, что он может не заработать на то, чтобы он хотел вам подарить. Как будто у него были ошибки в финансах раньше, и он не хочет, чтобы они опять случились. Поэтому он думает о деньгах. Он хочет, чтобы в финансах все было ровно, стабильно, чтобы вообще там не переживать. Но какой-то обман у него был с деньгами в прошлом. Что-то не получилось, возможно. И он не хотел бы, чтобы это повторилось. Так, насчет вас давайте, пусть скажет. Он думает о вашем совместном будущем. И думает о том, что ну почему расстояние нельзя сократить. Видите, на расстоянии он думает о вас постоянно. И вот о невозможности встречи пока что. Потому что что-то в работе. В работе он, видите, борется за свое, доказывает там что-то. Ну, такие мужские вопросы решает. Там жестковато на работе у него. Он хотел бы уже оттуда свалить к вам. Видите, хотел бы уже уехать от этих жестких всяких мыслей, да, и приехать к вам. Но вот это, видите, но он не может пока. Или с финансами что-то не получается пока. Он приедет, но попозже приедет. Были неприятные ситуации, связанные с делами. Поэтому у него постоянно голова забита. Еще что усиление будет работать в этой теме, очень ответственная. Идею подкинула, молодец. Да, он очень ответственный, очень хочет приехать, очень переживает, если денег не хватит, или там еще в деньгах он прям очень переживает, потому что он хочет обеспечить вас и себя, как бы, ну, чтобы вот как семью стабильностью. Да, он тут очень расстроен, что не получается приехать быстрее, чем хотелось бы. Хотел бы побыстрее провести время вместе, уже быстрее кайфануть, расслабиться, потому что это напряжение на работе, постоянное напряжение, он постоянно просто. А хочется в любви побыть, видите? Хочется уже сделать выбор в сторону любви. Видите, он хочет... Тут и поездка означает, что он хочет и приехать к вам, и хочет изменить ситуацию в лучшую сторону. Хочет так, чтобы судьба повернулась передом, а не попой, да? То есть, ну, наконец-то, чтобы вот она закрутилась так, чтобы удачные моменты были, стечение обстоятельств, потому что он старается, и если будут вот эти вот удачные моменты, то дело пойдет быстрее. Он вот этого очень хочет. Ну вот. Я его жду, не напрягаюсь уже, да. Так, сейчас давайте, знаете, что сейчас? Наверное, другой колоде еще. Он за вами может наблюдать, кстати. В соцсетях может за вами наблюдать. Вы для него очень Я не буду показывать здесь как бы это, ну, картинки, наверное, нельзя, не знаю, можно. Магия наслаждения. То есть вы для него очень соблазнительны, он за вами как будто постоянно следит. Может в интернете, может что-то еще. Но он в курсе всех ваших событий. Ну, может, у вас спрашивает, да? Вы для него обалденно соблазнительная. Вы знаете, ваша грудь для него привлекательная, грудь, распущенные волосы, и как будто, вот знаете, корсет, как будто вот тут вот, как, ну, вот так вот красивенько, не знаю, поддерживает вашу грудь, и вот тут вот такой корсет идет по талии такой на шнуровке. Моя любимая колода. Вот, короче, тут вот добрый вечер, Зарина. Да, тут такая колода. Вашу тут грудь бы прикрыть, если, то можно показать. Сейчас ссылку отправлю.
Ой, ссылку все время забываю, да? Вот она. Я ее копирую, а прикладывать забываю. Вот, у меня сегодня и настроение такое, что... Да еще у нас и колода такая пошла. Я ношу корсеты, он их мне шнурует. Ну вот, его он вообще, он балдеет от этого, вообще не может. Его очень возбуждает, когда вы оголяете там ножку, там коленку чуть повыше, вот его соблазняете. Ой, вообще, вот этот вот корсет тоже, грудь, это вообще прям улет для него. Ну так, ну в общем, посмотрели. В общем, так. Ай. И вы умеете найти к нему подход. Своей нежностью, своей в то же время своим стержнем внутренним. Очень это вот ему нравится. Ладно, сейчас я влечу в эту колоду. Так, давайте подсказку. В любви он весь и в работе, в общем. Да, вот вижу. Иногда приходит, иногда нет. Вот эти штучки, кстати, картиночки. Так, Анет, смотрим. Подсказка на ваш вопрос. Смотрим. Позвольте себе быть не идеальной. Ну, для него вы идеальная, все нормально. Там вообще прям крышеснос. Там все нормально. Ух. Вообще классно. Благодарю вас, Анет, тоже благодарю. Спасибо, что на эфирчик заходите. Сейчас обновлю донаты. Тут у нас и Антонина сейчас. Сейчас донатики отвечу, а потом пойду в чат, хорошо? И там всем дам подсказки. Смотрим. Для Антонины. Так. Что он думает в данный момент? Что он о вас думает? Ну, он думает о том, что стоит ли делать в вашу сторону выбор или нет. Он не определился в то, как он к вам относится. Где эта граница, то есть вот этих ваших отношений. Он как бы четко видит, что будет, если он пересечет эту границу, но он еще не выбрал. Опять мысли, раздумья, видите, вот эта карта. То есть он не выбрал. Он вроде бы влюблен, да, вроде как бы и чувства есть, но вот сделал и знает, что будет, если он вас выберет, четко знает, видит ваши достоинства, недостатки, так же, как и свои, что он может вам предложить, он тоже знает. И в то же время, видите, здесь вот карта выбора, когда он еще не определился в чувствах, не определился, в какой вы роли для него, не определился вообще, в какой он роли может для вас быть. То есть здесь насчет первого, вот, насчет первого, которого вы спрашиваете, который уехал, да, он вообще не определился насчет вас в отношениях, в чувствах. Тут как-то все ровно. Вроде влюблен, да, вроде вы ему нравитесь, да. Но здесь, да, так вот ровно все так. Вот все понятно, все известно. Как будет, если вы будете вместе? Что будет, если вы не вместе? Не знаю, здесь как-то нет определенности еще, человек не определился еще, поэтому здесь нет конкретики. Ну, шанс будет, он может воспользоваться шансом, что-то вам предложить, но это будет что-то несерьезное. Такое легкомысленное, как будто вот что-то вот такое сделает, такое... Ну, что-то вот, не знаю, необдуманное такое, когда вот сделал, не подумав, а потом, что, зачем я это сделал, зачем я сказал, да? Ну, такое вот, ну, что-то легкомысленное, какой-то поступок будет от него. Вот.
Между вами, знаете, какие могут быть отношения? Вот такие же могут быть несерьезные отношения, которые потом прервутся. То есть вы можете попробовать с первым пообщаться, повстречаться, да, какое-то время, попробовать интим там даже может быть, но вы расстанетесь потом. Это несерьезно. Это как бы, ну сразу это было несерьезно и пойдет несерьезно дальше. Вот. Это закончится. Если вы хотите с первым человеком отношения, то это закончится. Но это возможно, на какое-то время. Понравится ли вам? Вам понравится флирт. Вам больше понравится флирт и то, что вы можете управлять ситуацией. Вот. Здесь так. Ну вот все-таки нет. Будете ли вы счастливы в этих отношениях? Все-таки эти отношения вы закончите, если вы захотите с первым человеком. Давайте второго посмотрим. Зарина, я отвечаю для Антонины пока что. Для Антонины. Пока для нее смотрим. То, что он вам говорит, что вы ему и как жена, да, это потому, что его тянет к вам, но не знает почему. Вот тянет и все. Поэтому так говорит. То есть ему с вами легко, и просто он как будто вас знает, может с вами легко общаться. Его к вам тянет. Но это... Ну, это временное. Есть тяга к вам, конечно, да. Так, мысли второго о вас, второго человека, мысли о вас. Что он о вас думает? Он почему-то расстроен, что не может встречаться с другими женщинами, потому что что-то у него там не получается. Что-то у него там что-то он начинает сомневаться в них, ревновать, что какие-то недостатки находит в них. Он бы хотел построить серьезные отношения, да, но попозже. Потому что там надо бороться за это все. Он пока не готов. Пока не готов. Какие между вами возможны отношения вот, со вторым, которым, да? Это так несерьезно в разных городах. Ну еще и в разных городах. Ну вот он может приехать так, ну просто провести время классно вместе, уехать с первым, да. Но со вторым вот у вас, вы можете получить удовольствие, потому что он знает, как сделать вам хорошо. Вы можете кайфануть с этим человеком. Вот. У него чувства еще остались к вам. У вашего вот второго мужчины чувства остались. Чувства такие хорошие. Хорошие чувства. Вы его заводите также, все. Он знает, как доставить вам удовольствие. То есть тут могут быть такие отношения, все его действия, но действия-то не будет. Действия не будет. Как будто он не может действовать, у него уже нет права на это, как будто. Он не может, потому что он не может вам предложить то, что вы хотите. Он не может действовать, потому что вы будете ждать. Вы должны будете пойти на какие-то уступки, на чем-то пожертвовать ради него. Он поэтому не будет действовать. Но в сердце еще в чувствах вы есть у него. Вы можете еще восстановить отношения, но ненадолго. Знаете, вот со вторым, да, как будто каждый нарушает границу другого. У каждого есть что-то свое, что вы хотели бы оставить при себе. И это не нарушать. Никто, чтобы там не ворошил вот этого, да, а вот
Так не получится. Если вы начнете встречаться, вы можете возобновить отношения, да, то вы потом поймете, что опять к этому приходите, что вы нарушаете пространство другого, вот это вот. Потом опять разойдетесь вот со вторым. Вы поймете, что опять к этому же идет. Как-то так вот. С этими двумя-то. Ой, да у вас в течение месяца кто-то появится. Смотрите, появится ли у вас новый в течение месяца человек? Появится, да? Появится. Подождите, в течение месяца какой-то новый человек появится в вашем окружении. Что там тяжелое? Что-то тяжелое. Ой, я не знаю. Ушло так ушло. Какой-то новый человек появится, но непонятно, он свободен или нет. Новый человек может появиться не свободный. Блин, я думаю, почему так выходит? Почему выходит, что встреча-то какая-то тяжелая, еще какая-то женщина, что он может быть женат. Тут, видите, он не свободен. Не свободен какой-то человек может появиться в вашем окружении. И что с ним делать? А тут говорят, от вас зависит, что вы будете с ним делать. Видите? Что с ним делать, то что хотите. Можете его приручить, да, а можете, ну, как бы вот, он вам зачем-то вот придет. Зачем он вам? Что-то вы от него можете получить. Не показывают. Или вы можете, или он вам может дать ответ на какой-то вопрос, вы что-то поймете с его появлением. Или он может вам предложить только тайные отношения. Но вам это же не надо. Тратить свое время на это зачем? У вас будет выбор, вы будете думать, да. Или приручить его и быть в тайных отношениях, или пойти и в свое. Вы пойдете в свое. Или пойти в свое и встретить свою судьбу. Ну, как бы вот, зачем вам уже чужой человек? Вы пойдете в свое. Помчите даже, помчите в свое. К вам, кстати, на работу может прийти человек, с которым вы когда-то раньше работали или знали этого человека. Вот какой-то знакомый. Ну вот, рассказала я вам про них, про этих мужчин. Подождите, говорит. В общем, я спросила, после того, который не свободный придет ваш-то человек уже? Говорят, подожди, говорит, подожди. Ну, то есть тот не свободный, он придет для проверки вам. Подождите, говорит, и придет, вот он. Красавец мужчина, умный, красивый, высокий, свободный. И предложит вам, даже двое могут прийти. Сейчас посмотрим, это он или нет. Предложит вам стабильность. Это может даже двое быть, и вы будете выбирать. Вы будете думать, с кем построить судьбу. Так, вы выберете этого. Вот этого вы, скорее всего, не выберете. Будет, наверное, жестковат. Или своим умом будет вас плющить, короче. Типа, дорогая, я так сказал, я лучше знаю, я принимаю решение в наших отношениях, да, я поставлю тебя перед фактом, а ты тут уже как хочешь. Вы такая скажете, типа, что это? Знаем мы таких. Пошлете его, скажете, нет, все, я с тобой не хочу встречаться. А вот этот другой, который придет, вот этот, он выпал вот с солнышком, видите? А этого вы выберете. Какой-то мужчина стабильный, серьезный, старше вас, что-то вам такое предложит, совместное будущее, да, и вот тут уже придет ваш человек. Поэтому смотрите, так что у вас еще план такой, что вы этих не рассматриваете в прошлом. Придет для проверки какой-то несвободный, узнаете, кто это, ну, чтобы он свободен или нет, не надо туда влазить. Потом еще будет двое. Один слишком рисковат, холодный он будет, холодный. Блин, и тот, и другой, они серьезные будут мужчины. Серьезные будут, и тот, и другой. Но один будет ставить вас перед фактом, будет жестковат как-то и будет на вас давить. Другой он
Он вас выберет и все. Скажет, моя. Предложит вам как-то стабильность, не будет вас там за нос водить. Вот вы его выберете. Как-то счастливы вы будете с ним. Здесь вот так. Ну, тут все так показали, так что вот. Так что вообще не переживайте. И каждый человек придет в свое время. Просто прислушайтесь к себе. Ну, и вы поймете, вы их увидите, вы поймете, какого вы хотите, кто как к вам относится, вы увидите все это. Вот. А прошлое отпускайте, пусть остается в прошлом. Мало ли кто вас любит, там год-два прошло, 5 лет прошло, кто-то вас любит. Ну и что же вам теперь? Быть со всеми, кто вас любит. Но если была причина расстаться, значит уже все. Так, давайте подсказка для вас. Общайтесь только с позитивными людьми. Вот вам подсказка. Так что вот, следуйте инструкциям. Благодарю вас тоже, Антонина. Спасибо, что пришли на эфирчик. Ставьте лайки, кто на эфирчик забегает. Мне будет приятно. Блин, нету этого вопроса у Зарины. Нету, не дошел. Не знаю почему. Валерия, Аннет и Антонина посмотрели. Обновила и нету. Ерундовина какая-то. Что-то пошло не так, да? Что такое? Так, давайте я пока отвечу. Так, подсказки. Тун-тун-тун. Гульшат у нас. Гульшат 56. Подсказки на всех колодах. Давайте для Гульшат. Посмотрим. Я пока быстренько в чатике. Так, Гульшат 56. Подсказка. Для Гульшат смотрим. Доведите до конца начатые дела. Доведите. Какие там у вас дела? Так, для Гульшат смотрим. Вы слишком напряжены, пришло время отдохнуть. То есть как-то вот тут и дела довести, и отдохнуть надо. То есть смотрите, планируйте свои дела так, чтобы оставалось время на отдых. Потому что когда нет отдыха, вы загружаетесь, и вам тяжело думать, тяжело что-то сделать, решать и вообще выспитесь, отдохните. Так, Гульшат. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Мелкие радости цените. Видите, цветочки, печенюшка с молочком. Да еще и в постели. Так, давайте. Ой-ой-ой, вот вижу, это, наверное, Зарины. Так, для Гульшат, смотрим, для Гульшат. Вот, остановись. Перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. О каком-то человеке. Я даже не знаю, что это может быть. Давайте еще одну здесь достанем для Гульшат. Не знаю, мне кажется, это не очень вам подходит, но может быть подходит, конечно, для Гульшат. Подсказка. Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай вывод. Так, какой-то урок, какая-то ситуация у вас повторяется, из которой вы не можете выбраться, не можете никак пройти это. Вам надо поступить иначе. Не так, как вы раньше поступали. По-другому. Так, для Гульшат послание из будущего. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. Так, а тут что-то это... Тут как-то так перемешивается у Гульшат. Есть противоречия. Тут надо, короче, смотреть. Так, Гульшат еще давайте из будущего посмотрим. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Вот и я не могу понять, даже по этим картам, что происходит. Что происходит? Что-то у вас несколько разных событий, несколько разных ситуаций, и они немножко отличаются. Непонятно тут.
Сейчас прошел донат, да. Все прошло. Гульшат, вам надо смотреть, что у вас там несколько ситуаций может быть. Я просто не знаю, но переложите на свои ситуации эти подсказки. Что ожидает так у Зарины? До конца года что ожидает? Что Зарина ожидает до конца 2024 года? 12.10, 12 октября, 31 декабря. В любви будете выбирать что-то, какой-то выбор будет. Смотрите, даже двойной выбор. Видите, выбор в любви. В любви что ожидает? Вот влюбитесь. Но выбор будет тяжело сделать. Видите, здесь тяжелая такая карта. Вы будете сомневаться, будете думать, стоит, не стоит. То есть вы будете думать, чтобы вам сделать правильный выбор. Чтобы сделать вам правильный выбор, вам нужно уединиться и подумать. Вам не нужно общаться с этим человеком, я бы так сказала. Нужно просто подумать, поразмышлять. Вы как будто сделаете правильный выбор. Потому что вот вы подумаете, да, самостоятельно, не слушайте никого. И вы как будто поймете, какой человек вам по сердцу, какой человек вам по судьбе, с кем бы вы хотели дальше жить, там вот строить планы. Вы как будто увидите, кто из них, потому что будет выбор, кто из них вам ближе, с кем вы хотели бы, кого вы видите в будущем рядом с собой. Вот. Вы поймете, вы сделаете правильный выбор. Выбор делайте сердцем. Какая-то любовь, морковь вас ожидает. Будете выбор в любви делать до конца года. Представляете? Ничего себе. Гульшат, благодарю вас, тоже благодарю. Давайте, держите хвост пистолетом, Гульшат. Чтобы все было хорошо. В любви, короче, наладится. Зарина, кто-то должен появиться. Двое. Сначала один появится, потом второй. Один чуть-чуть припоздает, они не вместе появятся. Какой-то свободный, один независимый, свободный при деньгах, второй чуть припоздает, но такой стабильный, постоянно сразу скажет, что хочет стабильных отношений строить. А вы сразу оп, и в ракушку. Что делать? Да, вы будете принимать решение там. Да, вы будете думать о будущем. События будут быстро развиваться, но вы примете правильное решение. Вы подумаете о будущем, и вы примете правильное решение. Тут все нормально будет. Вы поймете, как сделать выбор. Так, в работе. В работе чему-то научитесь. Что это именно? Научитесь говорить нет. Здесь какой-то будет урок обучения для вас в работе. Чему вы научитесь? Вы научитесь говорить нет тем, кому не стоит. То есть научитесь отказывать в работе. И опять здесь, а тут что? Будете думать о будущем. Будете думать о том, как сменить работу, кстати. Или уже думаете о том, как сменить работу. О чем будете думать? Видите, о том, как... Или уйти с этой работы, да, уже. Потому что вот здесь так. Научитесь говорить нет. Будете думать об уходе. А здесь что? И какой-то человек, опять же, для семейных отношений в вашу жизнь врывается. Почему? Я спросила про работу. Но здесь как-то будет так, что все, уйду с работы, потому что зовет замуж и жить вместе. Ну тут как-то или просто жить вместе и будет обеспечивать. Здесь еще такой может быть момент. То есть может появиться такой человек, с которым вы спокойно сможете уйти с этой работы. Сказать нет, уволиться нафиг и жить с этим мужчиной.
Потому что он будет обеспечивать как-то. Тут вообще нормально все будет. Достаток, полная чаша дома. Все нормально тут с деньгами. Это по работе такое вот изменение может быть. Так. Ну, здесь по здоровью тоже все ровно. Если что-то не заладится там, или зубки там, да, или что-то, вы просто будьте в гармонии, не нервничайте, да, можете сразу обратиться к врачу, если там какие-то такие вот, ну, типа зубной, просто как будто вот к зубному можно сходить, если вдруг понадобится. Ну, тут все ровно. Такого не встретила, да, чтобы содержал, но хотелось бы. У вас как будто такая возможность будет, да. Было бы здорово, да. Потому что вы уже тоже, знаете, уже, я думаю, заслужили. Девчонки, это всегда работают, хочется уже отдохнуть. Так, давайте. Возможности какие перед вами открываются. Ну какие возможности? Смотрите, 3 карты. Какие возможности перед вами открываются? Возможность стать мамой, детки, забеременеть можете даже. Какие возможности перед вами открываются? Ну как бы вот, ну вот смотрите. Какие возможности? Можете выйти замуж или поступит предложение, да, ну или как, или вот забеременеть, вот просто забеременеть, потому что здесь и ребенок выпадает. Беременность может быть. Смотрите, будьте аккуратны, если не хотите. Если хотите, то вот возможность будет. Будет возможность. Пока не планируете, но смотрите аккуратно тогда. Вот, с этими мужчинами-то. Ну, поэтому смотрите. Блин, с первым, по-моему, мужчиной уже можете прям в октябре встретиться, мне кажется. Со вторым непонятно. Со вторым вроде бы в ноябре. С первым в октябре, со вторым в ноябре. Да, вот как будто первый мужчина у вас будет в октябре, а второй в ноябре. Возможные встречи. Кто-то будет. Может быть, вам сразу не понравится один. Я даже не знаю, где вы встретитесь. Это может быть связано, даже не знаю, с какими-то действиями. Вы будете активны в этот момент. У вас будет очень много сил и энергии. Даже не знаю, не говорят, где встретиться, где вы там встретитесь. Сейчас. Где вы можете встретиться с первым? С первым, которого вы отошьете. Он может сам к вам подойти. Он может сам к вам подойти. Где-то рядом с водой, на прогулке. На отдыхе. А второго вы можете встретить на каком-то мероприятии. Первого на свежем воздухе можете встретить, познакомиться рядом с какими-то зданиями, а второго уже в самом здании, где будут стены, обстановка, и рядом будет много мужчин рядом, и вот он будет один из них. Как-то так. Вот. В общем, это уже отступление от темы. Сейчас мы
Блин, иногда так идет прям хорошо, да? Можно смотреть и смотреть. Иногда прям можно посмотреть, что бы он хотел вам сказать. А еще лучше во сне бы, чтобы он это вам пришел и сказал лично. Лично прошу, пожалуйста, да? Где ты шляешься, да? Почему ты до сих пор меня не нашел? Ведь они же тоже, ну как получается, мужчина-то тоже хочет вас встретить, по идее-то. И вы хотите его встретить. Побыстрее бы вы встретились. Хороший мужчина только. Так, для Зарины посмотрим. Подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Сделайте для окружающих что-то хорошее, чтобы как можно быстрее вы встретились с этими мужчинами, со своим мужчиной. Вот. Чтобы это хорошее к вам потом пришло. Делайте, делайте, делайте хорошее, потом как на вас хорошее. Опа, вернется обратно. Вот, счастье-то будет. Вот. Как бы так, у вас так. Вот, спасибо, Зарина, за ваш вопросик. Сейчас донаты обновлю и пойдем в комментарии. Благодарю вас тоже, Зарина. Так. Послание на всех. Антонина, послание на всех. Если кого-то пропустила, мне скажите, но вроде бы все подряд иду. По очереди. Антонина, послание на всех. Антонина, послание. Доставьте себе удовольствие. Доставьте себе удовольствие. Это так приятно. Не отказывайте себе в этом. Скажите себе «да». Антонина, вам посмотрим подсказку. Неизвестность пугает, а зря. Настройтесь на хороший исход. Удача на вашей стороне. Так. Для Антонины смотрим. Подсказка. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Да, вот это вот так и есть. Иногда это бывает сложно сделать, да, но если вы это сделаете, то классно, молодец. Для Антонины. Это пипец. Это не пипец. Это не пипец, это опыт. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. Ах, опыт приходит, а потом говорят, забудьте все и не сравнивайте с прошлым. Это зачем этот опыт с другой стороны, думаешь, да? Нетушки. Больше на эти грабли не наступим. Для Антонины смотрим. Послание из будущего. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Смотрите, уже вторая карта. Вторая карта говорит о том, что ну побалуйте, ну кайфаните, доставьте себе удовольствие, что вы любите, что вы хотите сейчас. Не надо планировать там на месяц вперед, там прям сейчас, прям кайфаните, прям что-нибудь такое. Уж точно, Антонина, да. Вот. Спасибо, Антонина. Давайте дальше смотреть. Так. Гульшат, благодарю. Ну, в целом, да, ты тоже говорил, что благодарю, да. Так, ну смотрим. Так, теперь у нас будет 10 посланий из будущего. Вот на такой колоде будем смотреть 10 посланий. Вы пока загадывайте. Это общий будет расклад у нас, да? Так, 10 посланий. Пока выбираете цифру от единички до 10, я напишу 10 посланий из будущего. Отправила. Я не вижу, мне тут мелко. Вот. Благодарю вас тоже, Антонина. Так, послание из будущего. Выбираем себе циферку от 1 до 10. Можно загадать на ситуацию, можно просто послание из будущего на сейчас, на данный момент времени. То, что вам нужно услышать, что вам поможет, чтобы у вас все было хорошо. Я тоже загадаю. Можно 2 позиции загадать, 2 циферки. Давайте будем смотреть.
Так, единички. Кто загадал цифру 1? Смотрим. Послание из будущего. О, мне так нравится этот. Вот вы такой прикольный. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Ой, может быть, он мне поэтому нравится, кстати, потому что я тоже иногда замечаю, что ты сериалы смотришь, там, надо делать что-то другое, ты думаешь... Так, единички, вы поняли, да? Двоечки. Двоечки, посмотрим. Послание из будущего. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Смотрите, как вы будете счастливы. Купите, купите, что-то такое купите, кайфаните. Троечки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Четверки. Ой, четверки. Не нужно оставаться с тем... Так, ну-ка настройся. Настроилась. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Ну, вы поняли, четверки. Общайтесь только с теми, с кем вам приятно общаться. С кем неприятно, но не общайтесь с ними. В общем, пятерки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Шестерки. Кто шестерку загадал? Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Пушистики такие. Это шестерка же была, да? Семерки. Или нет? Ну, в общем, смотрите. Уделяйте сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Если 2 раза семерки сказала, ничего страшного. Я ничего не помню. Восьмерки. Восьмерки. Ой, восьмерки, перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй, у тебя все получится. Так что давайте ручку с бумажкой берите, пишите план. Девятки. Девятки, ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Девятки, торопышки. Десятки. Десятки. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Ну, тут могут быть отношения не только любовного характера, да, но может быть рабочие отношения, дружеские отношения, отношения там с родителями, с близкими. В общем, смотрите сами, как вам подходит. Но, в общем, нужно работать над отношениями, да. Нужно разговаривать, чего иногда не очень-то и хочется. Думаешь, ну нафиг. Давайте сейчас посмотрим. У нас будет 3 позиции, общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Посмотрим. На такой деловой колоде. Вот такой вот важный такой колоде. Так, что первая позиция? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ой, что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно сражаться за свое, отстаивать свои, не знаю, свою точку зрения, свои приоритеты, говорить, доказывать то, что я прав, надо разобраться в ситуации, давайте посмотрим, вот все было вот так вот, я сделала все правильно, то есть, чтобы на вас никто не наехал, не разобравшись в ситуации. Доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свое мнение. Здесь у вас мозг надо включать. Думайте очень много, планируйте. И доказывайте свое, даже не сомневайтесь. Нечего тут вам на шею садиться. Вы сделали все правильно, нечего вас делать там крайним, да? Что не нужно делать, не нужно ждать, что все вот самообразуется, что все само к вам придет, что вот вас заметят, оценят. Вот это все вот не надо ждать. Не ждите. Двоечки. Так, сейчас двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно разобраться со всеми своими страхами. Нужно понять, что вам мешает действовать, чего вы так боитесь. И спланируйте, пожалуйста, если это случится, что вы будете делать? То есть все свои ситуации в голове разберите. Если случится так, вот так я буду действовать. То есть, чтобы у вас был запасной план. Ага, если это вот случится вот так, по этому сценарию пойдет, не по плану, не по плану А, по плану Б, то здесь
подстелите себе соломки, сделайте. У вас каждый план надо разобрать просто. Потому что здесь вот ваши страхи, очень много мыслей таких, когда вы надумываете, этого может не случиться. Но если вы хотите быть спокойны, да, то просто спланируйте, как вы будете действовать. И отпустите ситуацию. Все, у вас есть план. Вот. Здесь доверьтесь своим мыслям. Не сомневайтесь здесь просто. Здесь не нужно бояться. Здесь, случится, что вы будете делать? Вот как бы вот не надумывайте. Что не нужно. Вот не нужно как раз-таки поддаваться своим эмоциям, импульсу и думать, что и так пойдет, никто не заметит. Не нужно рассказывать свои мысли, свои вот эти планы, не рассказывайте, потому что это как будто утечет, как вода, там, не знаю, все уплывет, вы сказали, и все, ничего не будет. Не рассказывайте никому, потому что сплетни могут пойти, не делитесь, не рассказывайте людям о своих планах, о своих, там, какая у вас мечта, какие планы, что вы хотите, там, не нужно. Планируйте, действуйте самостоятельно. Вот. Не рассказывайте всем. Пока что не стоит, не время. Так, троечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Но здесь нужно правильно научиться делать выбор. Потому что здесь на этой неделе вы будете стоять перед выбором. И какой бы выбор вы ни сделали, последствия будут. Даже если вы не сделаете выбор, это тоже выбор. Это тоже выбор, и тоже будут последствия. Поэтому делайте выбор сердцем, то, как вы считаете, вот для вас будет лучше. Не так, что вы головой планируете, включаете мозг, там рассчитываете что-то, план, что мне вот так будет выгоднее. Нет, вы сердцем, как вот сердце вам подскажет, куда вас тянет, где вам нравится, как вам приятно, как вы хотели бы, куда вас душой прям тянет. Так что делайте выбор сердцем, то, что любите. Беритесь за то, что любите. Что вам не нужно делать? Вам не нужно поддаваться эмоциям, не нужно расслабляться, не нужно слишком много выпивать. Вот, если где-то что-то предстоит гулянка, не пейте много. Вот, а то потом будете разгребать. Скажут: о, видосик залили, ты там так отжигал, да, или отжигал. Ну, как бы вот, будьте аккуратнее с этим. И слишком не выплескивайте эмоции на окружающих. Контролируйте свои эмоции. Здесь как-то вот так вот. Такие вот общие раскладики у нас получились. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки. И мы будем смотреть подсказки. Подсказка, если просто подсказка, то вот на этой колоде, она у меня самая первая, которая появилась по подсказкам. Которую я специально купила для вас, чтобы вам подсказки давать на какие-то ваши вопросики, на ваши ситуации. Вот. Так что давайте сейчас донатики пока обновлю. Если никого не будет по подсказкам, будем заканчивать эфирчик тогда. Да, донаты я все ответила. Я молодец, ответила всем. По подсказкам, уже тоже всем ответила, получается. Тоже всем ответила, значит, я вас сейчас буду крепко обнимать. Обнимаю вас, увидимся в следующую субботу, 21:30 по московскому времени. Но вы обязательно нажмите на колокольчик, подпишитесь на колокольчик для того, чтобы не пропустить эфир, потому что я, бывает, позже могу начать, раньше, но не всегда может получиться 21:30 по Москве, да, потому что разные ситуации бывают. Я иногда домой в субботу, в общем, ладно, не буду, в общем, всякое бывает, в общем, нажмите на колокольчик и не парьтесь. Вот вам придет уведомление, и вы зайдете в эфир. Подсказки у нас бесплатные, вопросики только за донатики. Вот. Так что всех обнимаю, целую, увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!